Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я хотела пойти сейчас в Лунные башни, чтобы мы, наверное, забрали Эментару, ну и вообще поговорили там со всеми, все такое. А потом, скорее всего, мы поспим, несмотря на то, что у меня есть короткий привал, и я его просто использую. Потому что я надеюсь на кое-какую кат-сцену. Если я не смогу ее получить даже за 2 отдыха, я, может быть, поставлю на паузу там в какой-то момент, чтобы просмотреть. То ладно, уже пока. Сомнений быть не может, это то самое место. Здесь мы раскроем тайну Абсолют. Вообще шикарно, прекрасненько, молодцы. Чудно. Обязательно, давай-ка поговорим вот с Челиком. Ну, даже, значит, Фло не обманула. Она говорила, что ты найдешь меня, и вот она ты. Карлок, верно? О, вот уж о ком я здесь точно не думала услыхать. Что она тут делала? Мне как-то было не до расспросов. Карлах, что это за Фло? Дышительница Флорента. Одна знакомая Камбион, заверно. В каком-то смысле она была там моей единственной подругой, правда, если бы я стала воротить от нее нос, она бы вмиг меня придушила. И то, что она знает, где я, куда я могу податься, не больно-то меня радует. Если она начнет до тебя докапываться, мы с ней разберемся. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Чего ей вообще нужно было? Она заявила сюда, одетая как неофитка, принесла 3 монеты души и сказала, что могу, конечно, их продать, но если приберегу для тебя, за ней должок. Монеты души, говоришь? Полезная штука. Не стоит соглашаться на предложение дьяволицы, слишком рискованно. Камбиона, ну да, хотя вещичка-то очень полезная. Да нет, ну слушай, не то чтобы... Ну, давай на них посмотрим, окей, если хочешь. Но у нее было одно условие. За каждую монету ты должна будешь выслушать историю запертой в ней души. Ну вот, видишь, Фло притащила сюда из самого ада, лишь бы нагадить мне в душу. Молодца. Ты, значит, ради нее заучил кучку грустных историй, да? Как же? Это твоя Фло что-то там такое сделала, что они засели у меня в башке, не вытряхнешь. Так нужны вам эти монеты или нет? Я, честно говорю, у меня за все прохождения ни разу не было этого диалога. Вообще ни разу. Я сейчас... Этого, возможно, незаметно, но я удивлена очень сильно. Мне интересно, поэтому ладно, выкладывай. Первая принадлежала девушке по имени Мэвери. У нее была жестокая мать, буйный отец и 3 злобных брата. Всех братьев звали Балдурами. За всю жизнь ее никто не любил. И вот, когда ей исполнилось 15, она продала свою душу Тиамат за обещание, что явится тот, кто полюбит ее с первого взгляда. И желание Мэври исполнилось. Парень по имени Клинт полюбил ее с первого взгляда. Но мгновение спустя попал под телегу и спустил дух. Бедняга. Ошметки ее души теперь твои. Спасибо, что ли. Давай следующую. А вот тут у меня душа человека по имени Фрейкс. Он жил в деревушке близ Невервинтера, в которой случился худший голод за 1000 лет. Фрейкс взмолился: пусть у моих детей всегда будет свежее мясо. И Зараэль откликнулась на его молитву. Она сделала так, что старина Фрейкс принялся жиреть на глазах. Скоро у его детишек было хоть отбавляй дармового мяса. Глупец. Лучше 100 раз умереть, чем хоть раз пустить Зараэль в свою жизнь. Офигеть. Мы пустим его монету на благие цели. Он поможет нам избавить мир от таких, как Зараэль.
Последней монете душа мальчишки по имени Онгир. Ему было 8 лет, и он любил играть с друзьями на солнцепёке. Это все, что я о нем знаю. И это все? Все. А, да, еще какая-то бумажка. Какая-то бумажка, давай посмотрю. Ну, спасибо, Фло, удружила. Теперь у меня на весь день настроение испорчено, чего ты, видимо, и добивалась. Но ты ведь получила 3 монеты, разве нет? Так что нечего ныть, я считаю. В общем, я свое дело сделал, в смысле, если ты не собираешься тратить у меня обычное золото, я тебя не держу. Офигеть. Да, это хорошо, но офигеть. Просто офигеть. Монетки души. А знаешь, что я сейчас делаю? Да, я просто оставила паузу, чтобы прочитать все, что мне нужно для билдов. Я плюс у меня память как у рыбки, поэтому так получилось. Короче, я купила алебарду бдительности для Карлах. Бонус +1 к броскам инициативы, преимущество при проверках внимания. Когда вы делаете бросок атаки в качестве ответного действия, вы делаете его с преимуществом. Так, купила лук для Астариана с титановой тетивой. Это оружие наносит дополнительный урон, равный вашему модификатору силы. Так, купила щит дозорного для нее. Ой, для кого? А, да, для нее. Для Лайзель. Потому что у нее просто зеленый, и класс брони тут одинаковый. Тут плюсов, короче, больше. И купила шлем крушителя кулаков для себя. Высокая... Что? Вы получаете бонус +1 КС испытаний против заклинаний. И не застать врасплох. Прекрасно. Вот это я продам. Да. Давай. 3К, чё так много ты хочешь? Слышишь, ты что-то как-то перебарщиваешь, да? Что это такое? Что за хрень? Стрела перенос, не надо нам. Бестий, давай. Что еще? Ангельской передышки, да, ну, пофиг. Пофиг, обменяй. Да, давай наденем все, что нужно. Вот это тебе. А ну покажи, как выглядит. Это выглядит немножко смешно. Чуть-чуть. Ладно. Так, это Астариану куда-нибудь сюда. Говорю, Астариану куда-нибудь. Мне впадло расфасовывать, поэтому будет так. Так, это для тебя. Стоп, для кого это для тебя? Это для тебя. Это, говорю, для тебя. Вот это для тебя. Просто с первого раза можешь даться, пожалуйста. Спасибо. Ага, все нормально у всех? Все хорошо? Да, все хорошо. Давай прочитаем то, что... Сернистая записка. Наскоро сложная бумага, от которой смердит преисподней. Подписана старинной подругой Карлах. Душительница... Как ее зовут? Душительницей Флорентой. Флорент. Заинтересованному лицу. У Фруга башка застряла в бочонке с маслом, а когда его бесенок хотел ему помочь, они оба свалились с уступа в вулкан. Я так ржала, что Зариэль меня выгнала из комнаты. А больше ничего особо интересного не было, хотя я, конечно, дьявольски по тебе скучала. Целую, обнимаю, Фло. Слушай, а ты еще что-то хочешь? Вот. С таким отношением к покупателям ты ни одной сделки не заключишь. I put weapons in worthy hands. The Absolute needs warriors for her crusade. But I see only weaklings in Да, this но я place. вижу здесь только слабаков. Тебе нужен воин? Что ж я? Prove it. Who's singing Кто your воспевает name? твое имя? О. Так, чародейка. Поет моя драконья кровь в жилах, когда я сжигаю врагов живьем. Жрица. Боги воспевают мое имя, когда я перерезаю глотку врага и предлагаю им его жизнь в дар. Я думаю, что мне лучше использовать... чародейки. Давай чародейку 4-3. Что, сколько? 16? Это много. Давай. А ну-ка. Хорошо. У тебя, значит, кусачая магия. Такую должен воспевать целый хор кровавых ртов. За такое я тебе личную скидку на весь товар дам. Блин, надо было сначала это сделать. Давай, ну покажи еще раз. Скидка на весь товар, это хорошо. Стрела гремящего грома. Дай-ка сюда.
Стрела рекрума сюда. Шо? И все. И все. Пока так. Да. О, тут еще есть у нас кое-кто. Роа. О, новое лицо. Желаешь понежиться в свете абсолют, я полагаю? Чем могу быть полезна, наверное? Какое еще новое лицо? Мы встречались в лагере гоблинов. А, конечно. Прямо перед тем, как какой-то безбожник вырезал там все невинные души. Жаль, что ни ты, ни я не видели подробностей. У меня язык не повернется назвать всех гоблинов невинными душами. Ну да. Вера в них была сильно меньше, чем бешенство. Здесь же, с другой стороны... Ты глянь на них, каждой твари по паре, все едины в стремлении накостылять врагам абсолют. Поистине нужно быть богом, чтобы собрать их все вместе, и глупцом, чтобы навлечь на себя их гнев. Ты как будто вправду за меня беспокоишься. Скорее беспокойся о том, что твои дела могут навредить моим. Так что не ворши улей, пока весь мед не собрали. Давай поторгуем. Покажи, что у тебя есть. О, у нее есть вот это. Мне надо... Ой, у нее есть всякие разные свитки, но я не вижу... Я не вижу полезных. Хотя ли невидимости я взяла бы. Что еще? Тир героизма давай. Ну, огненный шар, maybe. Нет, вообще нет, я не буду брать огненный шар. Я лучше возьму вот это. О, блин, опять мне надо посмотреть. Так, короче, я решила купить себе... О, так, давайте прикроемся. Вот, теперь не видно, чтобы она не смущалась. Я решила себе купить кирасу заостренных силков. Во-первых, у нее больше класс брони, ну и, в принципе, она лучше. Что мы продаем? Вот это я продаю тоже, я думаю. Что я тебе еще продам? Вот это я тебе продам, это мне не надо. Флакончики продавать не буду. Что хочу продать? Бдительности не буду. Магического развития тоже не хочу. Устойчивости, магическое масло поджога давай продам. От чтения мыслей можно часть продать. Ладно, зелень видимости мне не надо, у них так 10 штук. Ну, вот как-то так. Смотри, как я деньги быстро теряю. Толку мне от того, что их собираю, если у меня уже 5к осталось. Сценическая защита. Да, пофиг, на забирай. Вот так вот. Да. Пошли дальше. Так. Ой, бегает, смотри. Бегай, голенькая. Вот она день. 21 кб. А чё она так некрасиво выглядит? Вот эта одежда мне не нравится, она некрасивая. Ну ладно, пофигу. Это Астариану. Это Астариану. Это мне сюда. Просто прекрасно. Вот так хорошо вроде. А скажи мне, зачем я это с собой ношу? Когда вы успешно проходите испытание, враг, спровоцированный бросок, получает агитянки, тоже получает плюс 1 к испытаниям интеллекта, мудрости и харизмы. У тебя что? Защищает от критических. Почему я это не продам? Оно же мне не надо по факту. Я его продам. Там наверху Мик слышит мясо. Ты прислушиваешься, так тоже слышишь. Как шуршит скользящая по камню плоть, словно в толще стен ползет некое существо. В стенах кто-то живет. Кто? Кто-то большой. В стенах наверху. Или во всей башне. Лучше всего слышно в кухне, но оттуда Мик прогнали. Сказали не гладить гнолов. Окей. Alright.
Да, обидно. Find meat, you share. Найдешь мясо, делись. Окей, запомним. Ой, это Астария, но это мне. Я с вами говорить не буду, вы тут стоите такие все, мне на вас насрать вообще. Вот. Вот такое спрятанное сокровище. Это на выходе. Пошли-ка сокровище заберем сейчас. Спрятано. Я тебе так скажу, спрятано он хреново. А какие тут... что против силы, да? Это что, это сила? Очки заклинания не хватает. Значит, используй вторую. Это ж сила. Это сила? Это сила, а почему нет? Ладно, у кого-то из вас есть оружие сила? О, давай, Карлов. Да почему не восприят? Тут есть силовой урон. Сила. Режущие, режущие, колющие. Взорвать, что ли? Там, по-моему, ничего важного нет, но будто бы мне что-то мешает. Anyway. Короче, я не помню, там, по-моему, нет ничего важного. Если надо будет, позже заберу. Чего? Ага, понятно. Который... Что у нас по времени? А, у нас так-то да, много времени у нас. Да, пошли сейчас с другой стороны походим. Так. Похоже, тут сверху сочится какая-то слизь. Она интересно. Сталин, скажи. It's full of dripping goo, slime. Whatever it is, it's coming from higher up the tower. Let's go. Whatever's dripping from the walls is alive. Organic, anyway. Is this blood dripping from above? No. It's more viscous than that. How much further can I go? A moment, true soul. You use a spoon. Барнабус, дружочек. Суп помешивают ложкой. Забудь уже про этот топор. Ну вот. Так, чем могу помочь? Барнабус. Я учу их, что не все на свете обязательно решать грубой силой. А вот имя ему подобрала. Это дар, которым наградила меня Абсолют, когда я предстала перед ней. Менять жизни тех, кто ей служит. Помогать им видеть, что они могут стать лучше. Я думала, Абсолют принимает нас всех такими, какими мы есть. Замысел Абсолют сплетается из множества нитей, но это все равно ее замысел. Вот и Барнабус нашел в нем свое место. Гляди. Барнабус, дружочек, ко мне. Покажи, какой ты послушный мальчик. Ну, что мне ему приказать? Как насчет станцевать? О, это он всегда, пожалуйста, правда, Барнабус? Барнабус. Ты чувствуешь, как ее воля неумолимая, словно прибой поднимает под себя зверя. Подминает. Он что-то не хочет подминаться. Да, извиняюсь. Мудрость. Принудить гнолов расправиться с хозяйкой. Это отлично, потому что на самом деле
Ну, Астариан, закрой нафиг вот дверь вот эту вот. Зайди сюда, давай. Зайди сюда, давай, говорю. Все зайдите, а тут двери нет. А, нет двери. Ну ладно, фиг с ней тогда с дверью. Мудрость. -1 мудрости. Это хорошо. это прекрасно. Сколько? 0,3, а если так, 1,11. О, 4 вдохновения. Давай, используй счет. Молодец. Все одобрили. Просто все одобрили. Словно тетива, которые прикоснулись лезвием, связь между ними просто рвется. No. Ну, Барнабас, дружочек мой. Darling. Нет. No. Another parasite. Еще один паразит, забери его. Trace of restraint is От прежней gone. дисциплины не остается Barnabas следа. has tasted Барнабас почувствовал blood вкус крови и теперь and жаждет wants продолжения банкета. To your surprise, К твоему удивлению, instead вместо of того, чтобы сожрать тебя, он спускает тоскливый вой howl благоговения. of pining awe. Lord! Many die. Он сказал, госпожа вернулась, многие умрут. Я с ними говорила таким образом только не за темный соблазн, а за темный соблазн это... Я вернулась? Мы что, встречались? Ржу. Дудочник крысолов. Ржу. Просто ржу. If everyone else wants their business, I'll be fine. Давай, картуши это. Сивку. Что прекрасно, конечно. Просто прекрасно, правда. Что здесь у нас? Котика? Нет. Ну и не важно. Тут что? Опять я за Карла хожу. Leave this. Рыба. О, вот, смотри. А ну-ка, зелится давай. Бах, не зелится. I need a quick word. Оська. Твое лицо я деру когтями во сне. Ты кто пнул остального когтя, будто паршивого бродягу. Я величайшая охотница. Когда я вылизываю шерсть, я чувствую вкус крови. К счастью для тебя, все мое внимание уделено мерзкому исчадию, за которым я охочусь. Что значит я пнула тебя? Я тебя впервые вижу. Ходящая со смертью уже приходила здесь. Я помню твой запах. Все замолкали перед тобой, а я осмелилась зарычать. И шла незримо, будто ты здесь хозяйка, вторгаясь в мои владения. Я ржу с того, как она властно разговаривает. Попробовать вспомнить забытое. Ты копаешься в пустых пещерах своего бесполезного разума, разгребаешь, раскапываешь, пробиваешься сквозь упрямый мозг. О, боже, лицо этой Лайзель сзади. Как жалобно кричал котенок, когда твой сапог наступил ему на хвост. Ты, черная кошка, перебежавшая дорогу живым. What the fuck? Извини. О, это не было запланировано, я просто забыла о том, что этот вариант ответа делает. О боже. Там было написано покопаться в воспоминаниях. Я просто вспомнила. Я покопалась в воспоминаниях и не хотела. Я не думала, я забыла. Я, блядь, в шоке. Я понимаю, что я темный соблазн. У меня буквально тут чертячий хвостик, да, и чертячие эти нарисованы, потому что мы играем за темный соблазн, и я подумала, что это имеет смысл. Но я не настолько плохая, нет. Она же борется с этим. Зачем, блядь? Ахахахаха, мяу, да что со мной такое? Короче, съежится от отвращения к себе. Воспоминания получаются на частицы разума. Тебе уже приходилось бывать в этой башне. Это точно. Я хрыпу, блядь. Это взаимоуважение. Я не хотела этого делать. Я не хотела. Личинка этой Тида, мертвая. Бля. Ладно. Я забыла. Извините. Фейк. Капец.
На самом деле, довольно много всяких штук у нас будет. Ладно, хорошо, ладно. Пошли поговорим здесь, да? Да. Давай, чё? Идем. Мы готовы. Мы готовы? Готовы. Все, я готова. Я не позволю на себя клеветать. Генерал, вы видели мои донесения, вы знаете, что это не моя вина. О, Минтарочка. Факты, однако, говорят о другом. Тебе было приказано добыть артефакт. Ты не справилась с задачей. Если бы мне придали воинов Дроу вместо этого гоблинского отребья. Ладно, окей, я не буду, мне нравится, как он разговаривает. Чё? Оу. Тебя обряд волной ментальной энергии, заполняющей все помещение. Твоя личинка корчится, заставляя тебя повиноваться. Правильно ли я понимаю, ты утверждаешь, что генерал Торм дал тебе не тех солдат? Ты обвиняешь избранного Абсолют. Короче, ну вы помните, да, что я деревню не вырезала. Я тогда еще в первом акте Минтару вырубила, потому что сказала, что потом мы ее заберем во втором акте. Вот, собственно, она живая, да, тот способ, какой я показывала, работает. И, по-моему, даже в будущих обновлениях ей добавят какие-то новые диалоги насчет этого. По-моему, это не точно. Так. Мудрость силой проникнуть в сознание Минтары, заставить ее кричать в муках, успокоить разум Зарел, пусть она проявит. Короче, попытаться повлиять на Кэтерика, это, ну, просто капец, насколько сложно там реально сложное испытание на мудрость. Зарел немного легче, чем Кэтерика, но Минтару легче всего вроде. Я сохранилась, давайте попробуем успокоить разум Зарел, пусть она проявит снисхождение к Минтаре. Давай, я знаю, что это сложно. Я знаю. Так 1.11, так преимущество. Я даже не знаю, что лучше, преимущество или 1.11. Давай, блядь, что лучше, преимущество или не преимущество? Давай преимущество. Я так и знала, что не преимущество надо брать. Еще раз, у меня есть еще. О! Разум Зарел, что стальная ловушка, но тебе удается осторожно пробраться внутрь. Всего-то нужно самую малость сместить ее в фокус. Little. Давай. Yep. Я несправедлива к Минтаре. С таким барахлом вместо солдат кто угодно имел бы проблемы. Гоблины не могут не облажаться. Не согласна. Генерал, отведи Минтару вниз. Кто-то будет должен решить ее судьбу. На самом деле мне нравится Минтара, вот правда, она мне нравится. Она, конечно, в первом акте кажется такой тварью, но... Ты верная. Ты видишь, на что способны эти создания. Видишь, насколько они неадекватны, не так ли? Каково твое слово? Мы верный Абсолют. Молчать. Верная победа генерала о том, как эти гоблины служили нашему делу. Я видела, какие зверства они творили во имя Абсолют. Ну, это, кстати, правда, поэтому я, в принципе, это и отвечу. Но это не значит, что я поддерживаю гоблинов. Я их не люблю. Они меня бесят. Уверен, они действительно действовали с энтузиазмом. Но рвение и безэффективности уровень детей, а не слуг. Мы слишком близки к завершению и к новому началу. Я не могу более терпеть неудач. Убить их. Быстро. Музыка крутая.
She's an unbeliever outside my control. Неверующая вне моего контроля. Try again. Мне так нравится эта катсцена, просто жесть. Просто капец. Это идеально. Он меня просто кулаками бахнул. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, Впрочем, нет. А лучше мы воспользуемся нашей нежной гостьей и ее выдающимися творческими талантами. Я уверен, что результаты помогут нашим войскам не забывать о важности дисциплины. Of course, my lord. Thank you. You heard the general. Приказ генерала понятен. Гоблины теперь твои. Поступай с ними, как знаешь. Сдерживать свое возбуждение. Здесь, в цитадели Абсолют, твоя власть над ними не знает границ. Они исполнят любой твой приказ. Как закончишь, поднимайся наверх и доложи мне. Слышь, ты ведь ничего с нами такого не натворишь, а мы ж за нее в огонь и в воду. Вам очень сильно не повезло, потому что моя героиня гоблинов на дух не переносит, как я говорила с самого первого акта. А я, в принципе, тоже гоблинов очень сильно не люблю, и гоблинш. Просто, я не знаю, они меня так раздражают. Но у них хорошего вот реально нифига. Я не вижу смысла даже, за что их можно щадить, если все, что в итоге ты сделаешь, тем, что ты их пощадишь, это то, что, они уйдут и продолжат там где-то грабить, убивать и тому подобное в другом месте. Ну вот какая разница просто, зачем мне надо? Это типа как в этом случае можно сказать, что у них это в природе. Это тот случай, когда по природе реально работает. Не люблю гоблинов, капец. Короче, можно выпустить капельку своего темного соблазна, я думаю. Что мы сделаем? Я это сделаю голыми руками, так намного приятнее. Умоляй, задыхайся, умри. Мне снятся озера крови такие глубокие, что в них можно купаться. Набери мне ванну. Спалите себе животы. Раз, два. И улыбайтесь в процессе. Ой, это жестко. Ладно, я думаю, что она не будет сильно этим как наслаждаться. Хотя тут, мне кажется, все похоже на то. Давай... Что давай? Первое или третье? Третье просто забавно, потому что такой капсом прямо она сейчас, считай, она заорала это. А нет, это тоже не очень. Блин, это сложно. Давай первое. Вспорите себе животы и улыбайтесь в процессе. Простите. Асталиан одобрил, Карлах не одобрила. Ну ничего страшного, в принципе. У меня с Карлах и так одобрение высокое. Oh no, фейк. Если что. Когда-то в другой жизни тебя возносили хвалу в этом зале. Словно богиня. Какая же ты жалкая развалина сейчас. Кэтрик как-то причастен к твоему позору, и ты жаждешь так освежевать его, чтобы он забыл сам себя, как это случилось с тобой. Сжать зубы, подавить свои чувства, и если дать волю сейчас, ты не узнаешь ответа на свои вопросы. С наслаждением представить, как режешь его, кем бы он ни был, он стоит на твоем пути. Первое. С усилием ты отрываешь взгляд от разверзающихся пропащи зла, которая манит тебя к себе, что-то там. Возможно, именно здесь тебе случилось утратить часть себя. Пора собрать себя воедино. Вот цитадель Абсолют, где правит генерал, которого нельзя убить, но слуги его из плоти и крови. Yep. Ты справишься, Радчи, ты будешь такой верный и лучший, отродясь не бывало. Ты, главное, верь Ментаре, слушай Абсолют, делай, как она велит. Тогда тебя достойно примут, вознаградят еще достойней. Не слушай жуликов типа Дрена, ни хрена Дрен не слышит. Ой, как же жаль. Я не знаю, насколько это жестоко с моей стороны, но я это сделала.
Так. К Зарлу мы поднимемся попозже. Может, здесь поговорить? Hey, soldier. Так значит, у тебя, наверное, была подруга. Ты не рассказывала. You saw the extent of Flo's Что такое дружба friendship. Фло? Ты видела своими She'll lend you глазами. a hand. Одной рукой она тебе Long as she поможет, can другой crush your сердце spirit раздавит. while she's at it. Я всегда держалась с ней на I knew стороже, never to let my но она умела guard меня down рассмешить, around даже her. когда мне было совсем не до She always смеха. made me laugh, even when I least wanted to. If she'd been Будь она кем-то совсем completely другим, мы different from могли who бы she вправду was, стать we might have подругами. been real friends. Да, ну ладно, не буду первой спрашивать, типа, что было в этой записке. У тебя есть теперь настоящие подруги? Ну, я, например. Thank the gods. Спасибо богам за это. Я каждый день их благодарю. Она одобрила. Ой, как мило. Ну, давай посмотрим, сколько у нас одобрения. Стариан 58, Карлах 90, Лайзель 97. Да ты гонишь, в смысле с Лайзель 97? Это как вообще вышло? Как так, что у меня со Старианом хуже всех отношений? Это же вообще, это я не знаю, это невозможно. Hello, my sweet. Hello. Hello. Ладно, давай. It's always a pleasure to see. I was so hoping you'd say that. Until later, then. Ага. Пошли сходим вот сюда сначала. Never a dull moment. Так. Just focus on the glory to come. Absolute's picking a fight with the whole damn coast. Ну, в принципе, я сейчас все равно хотела... Здесь что-то есть. Я, в принципе, сейчас все равно хотела пойти поспать в лагере, только Ментару забрать. Треснувшая стена. Сквозь трещину в стене до тебя доносится какое-то шуршание. Словно некое живое существо на ощупь протискивается сквозь полости в камне. Определить, что это магия. Ох. Ладно. Тебе почти удается разглядеть существо, но свет не проникает так глубоко между камней. Протянуть руку. Я готова скринить. Снова. Поток информации обрушивается на твой мозг. Ты видишь каждый закуток башни, каждый разум в ней. Ты чувствуешь, что все здание опутано гигантской живой паутиной, уходящей куда-то вниз, в темноту, к чему-то, что сейчас пробудилось из-за тебя. No! Pull away! Pull away! It's a trap. В мгновение ока вокруг запястья твоей руки словно стальные зубы и отбивающиеся щупальца. Чужеродный разум вторгается в твои мысли. Вот он, ближе. Еще ближе. Так, сила, ловкость рук. Бездействовать. Если бездействовать. Я бездействую. Щупальца сжимаются еще сильнее. Внезапно ты переносишься куда-то еще. Чужеродный разум больше не надвигается на тебя. Он повсюду. Он разглядывает тебя. Даркурдж. Падшая возвращается. Темный соблазн. Что это означает? Ты. Окей. Существо на мгновение умолкает, словно силясь вместить необъятность своего «я» в непонятные тебе слова. Это голос, который дали мне они, чтобы разговаривать с такими, как ты, не разрывая ваш разум на куски. Когда-то я служил великому плану. Теперь меня поработили они. Но ты... Ты была венцом их надежд, их плана, но теперь ты их изъян.
You are their flaw. В каком смысле я изъян? I am Я the цепь, chain которой they они will скуют use этот to мир. bind this world. Но я не в силах сковать тебя. You must come to me. Приди ко мне, чтобы мне вновь стать собой. Словно из бесконечной дали доносится до тебя отголосок боли, подобно утопающему, который топит спасателя. Щупальца еще сильнее сдавливает тебя. What is wrong with you? Pull away! Поддаться и явиться, этого я делать не буду. Сила, ловкость, атака, мудрость. Атака 3-3. Вставление. Ногтями, костяшками всем лупить по проклятому щупальцу. 0? Ну 0, так 0. Класс сложности 0, окей. Ой, было бы так смешно, если бы сейчас на классе сложности 0 у меня выпал бы критический промах. Это был просто конец, это был энд. Финиш. Thank goodness. I was almost worried. Little shit, this Absolute. And she wants to meet. Прилипчиво это Абсолют. На свидание еще напрашивается. Не знаю, что это за существо, но его телепатическая сила превосходит все, с чем я сталкивался. Оно должно быть источником Абсолют. Это у меня что? Состояние вывих плеча. Получаю короче, смотри, прикол. Звук затихает вдали, щупальце втягивается в стену туда, где ты до него уже не дотянешься. Да, уже не дотянусь. Ну так, тогда ладно, и фиг с ней. Давайте спрыгивайте, наверное. Говорю, давай назад иди. Let's move. Well, some rest's better than none. Let's see. Открой, пожалуйста. Спасибо. Вот, теперь нам сюда, я сохранюсь. Иди, говорю, к лестнице. Вот, это нам сюдашки. Your sentence is purification. We will cleanse you. Да нафиг вы открыли его, блядь. You were adored Ты была любимой дочерью Абсолют, Минтара. Она подняла тебя из тьмы к своему свету. Absolute's light. She cherished Она you. ценила тебя. Но тебе показалось этого мало. Тебя влекли твои собственные желания. Desires. Bloodlust. Жажда крови, разрушений, хаоса. А самое позорное — неспособность выполнять приказы. Inability to follow orders. I obeyed to the best of my ability! And isn't that depressing? You are nothing. Слышишь, Нафин? Разум Дроу тянется к тебе, на мгновение ваши сознания соединяются. Она тоже заражена, как и ты, ее разум просыпается на части. Come to observe, true Пришла soul. понаблюдать, верная? Ее пример доказательства. Нет таких высот, с которых нельзя было бы пасть вновь. Что вы с ней делаете? Мы сотрем все следы ее личности. Так, обман или запугивание? Прочь с дороги, я сама займусь, мне приказано заняться пленницей лично. Давай, короче, запугивание. Я сама займусь. До свидания. Всего хорошего, счастья, здоровечка. Посмотрим, стой. Давай. О, да, твоя слова велика. Для нас будет полезно понаблюдать, как ты уничтожаешь остатки ее разума.
прикоснуться к разуму Дроу. Тебя мгновенно затягивает гигантский вихрь, псионическая буря с Минтарой в самом центре. Палачи ломают не ее решимость, они ломают ее внутреннюю защиту, чтобы отдать ее на волю той сущности, что называет себя Абсолют. Оттолкнув сущность, устремиться к Дроу. Привычная к твоему прикосновению сущность отступает. Ты чувствуешь, что она по-прежнему здесь, пропускает тебя, выжидает. Пробиваясь сквозь бурю, ты достигаешь сосредоточия разума Минтары. Оно зияет, словно открытая рана, кровоточа эмоциями, растерзанными воспоминаниями. Тем не менее, Минтара ощущает твое появление. Значит, ты меня убьешь. Ну, немедли. Что угодно, лишь бы заглушить эту тварь. Эта тварь и есть твоя драгоценная Абсолют. Теперь ты слышишь ее настоящий голос. Не знаю, что она такое, но я чувствую ее где-то под нами. Она в ярости, она голодна. Быстро убей их, нам надо уходить. У меня есть план. Изобрази покорность, и тюремщики уйдут, ничего не заподозрив. Я предпочла бы пустить этим гнидам кровь на путь, по-твоему. Я верю, что в тебе говорит осторожность, а не трусость. Я доверюсь тебе и притворюсь рабыней. Ты чувствуешь вздымающееся в ее сознании волну тепла, и Минтара мягко... Пропускай тебя, что ли? Уже? Я не почуяла, как ломается ее воля. Запугивание у нас что? Обман, убеждение. Запугивание прям хорошо. Это потому, что я придала ей такой вид, какой нужно мне. Хотите, чтобы я непременно что-нибудь сломала, могу начать с вас. Блин, ну давай так. О, хорошо. Нет, моя сестра лишь воздавала должное филигранности твоей работе. Именно. Похоже, мне самой еще есть чему поучиться. Картах Эстариан одобрили. Спокойно, Минтара, спокойно. Плохая примета видеть спину врага и не всадить в нее клинок. Оставь. Планы мести будешь строить, когда мы отсюда выберемся. I will be your mute and faithful slave. For now. Окей. Молодец, Минтара. Минтара должен сидеть в клетке. Придется тебе объясниться. Так, запугивание снова, да? Ну да. Обман. В принципе, тут они все одинаково варьируются. 4-3. 1d4, 4-3, 1d4, да. Минтару отпустили, значит, клетка свободна, и туда можно засунуть тебя, чтоб неповадно было перечить старшим. Мне нравится, мне нравится. 31. В этот раз тебе удалось избежать боя, но хамить всем подряд по дороге с башни — рискованная идея. Да нифига подобного, они ниже меня. Насрать. Что уходить? Мне трудно долго сдерживать ярость. Пошли отсюда. Да, давай, выходи. Вместе с Минтарочкой. Так. Вот сюда нам надо. Soldier.
Ментара. I last left Последний раз я покинула лунные башни, будучи командиркой армии Абсолют. Подчинялась классу богини. Я думала, что обрела дом и предназначение. Сейчас я ухожу как изгнанница, а ты рискнула жизнью, чтобы спасти меня. Спасибо. О, артефакт устанавливает с ней связь и объединяет ваше сознание, показывая ей все, что видела ты. Призма, гости, сновидения, защита, не позволяющая Абсолют контролировать вас и превратить в элитидов. Все это в один миг открывается ей. Ее разум волнуется, но уже не затуманен. Она принимает истину. Да и выбора у нее, в общем-то, нет. Нам о многом нужно поговорить. Скажи, есть у тебя рядом безопасный лагерь? Так. Рассказать ей, как найти твой лагерь. Все одобрили. Давай. Хорошо. Так, кто-то из вас скажет что-то про то, что мы ментарку взяли-то себе в лагерь? Hello, beautiful. Hello. Hello. Давайте пойдем в лагерь, раз уж такое дело. Я хотела как раз поспать, и, в принципе, после лагеря уже и закончим. Сейчас мы тут пока по... Это что за лагерь такой? Короче, смотрите, Ментара вытеснила этого Хальсина. И теперь она стоит тут, с Таниэлем рядом. Хальсин должен стоять на ее месте, он просто ушел в другое. Боже, это так смешно немножечко. Мне его даже жалко. А в одном из лагерей он вообще ходит куда-то в жопу мира. Клянусь, я ощущаю перемену в воздухе, как будто бы само проклятие знает, что его время сочтено. Да, прекрасно. Давайте поговорим с остальными, потому что мы с ними мало тоже говорили. За годы, что я был клинком, я видел много зла, сражался с невообразимыми тварями. Но Торм, он весь состоит из ненависти. Побережье мечей возрадуется, когда не станет этого ублюдка. Мой отец где-то в этой башне. Я не оставлю его у Торма в плену. Не будем забывать, нам надо еще спасти дьяволицу. 2 пленников в один заход. Ты имеешь представление, где нам искать Рейцега Гервенгарда? Боже мой. Герцога Рейвенгарда в лунных башнях. Уж точно не в простой тюремной камере. Я думаю, Торм заточил его в темницу где-то в самых недрах башни. Прекрасно. Чем глубже мы заберемся, тем ближе окажемся. Окей. Что тут еще? Шедлхар. Конечно, я трачу свои зелья в никуда. Власть владычицы Шар над этими землями теперь продлится недолго. Это не важно. Она желает, чтобы Катерик Торм понес наказание. Ее тьма была благословением, дарованным до того, как он ее предал. Она может направить свою силу в другое место. Мы посмотрели на Катерика Торма своими глазами. Что ты думаешь о нем теперь? Ничего хорошего, он изменник. Если он и был когда-то предан владычице Шар, эти времена давно миновали. Я не сомневаюсь, что она будет довольна, когда смерть наконец придет за ним. Окей. А, и Гейл. Еще Гейл. Подожди, где он? Где Гейл? Гейл, ты где вот там? Это не Гейл, но к нему я тоже подойду. Дыши, дитя, не сопротивляйся ветрам перемен, позволим подхватить тебя. Раб Белкат, чё? Послушай, разве ты не слышишь? Там, где созидание встречается с разрушением, где утро встречается с ночью, там корень всего сущего. Равновесие. Твоя душа запуталась в тенях. Магия Арабеллы дика, как проклятый терновник. Ее талант теперь есть и у тебя. Сибочки, Арабелла. Девочка должна научиться путям волшебства, но ей не следует оставаться здесь.
Куда она пойдет? Плетение знает, в чем ее предназначение. Если она будет слушать, то оно направит ее. Арабелла обладает немыслимой силой. Это сила гниющего леса, сила саженца, из которого он вырос. Но этой силе не хватает равновесия. Бремя девочки и так уже тяжело, и если она пойдет по твоему пути, то непременно сломается. Арабелла отправится своей дорогой, как только ты покинешь эти проклятые края. Она благополучно найдет свой путь. Так суждено. Bowman, you're making Ты me leave. меня выгоняешь? Не бойся, девочка. Не бросай плетение, и оно не бросит тебя. Ты можешь доверять иссохшему. Если он говорит, что с тобой все будет в порядке, ему можно верить. Ты чувствуешь, как ее горе исчезает, словно твое собственное. В ней появилась легкость, которая укрывает силу внутри и успокаивает ее. Is that my future? Это мое будущее? Они поэтому умерли? It's wonderful. Thank you, Bowman, Как чудесно. for being nice. If there are people like you around, Если в мире есть другие такие, как ты, может, все правда будет в порядке. Арабелла дала нам кольцо, клинок теней. Кстати, с ним есть какой-то баг, по-моему, который я сейчас не вспомню, но вроде как есть, с помощью которого этот клинок теней можно получить на постоянную основу, вроде как. Я потом точно попытаюсь вспомнить, посмотреть, и если что, расскажу вам тогда. Так, время. Говорим с Кейлом, с Ментарой. Ты не хочешь говорить, я поняла, идем с Ментарой говорить. С комфортом родного дома, конечно, не сравнить, но на фоне моего прежнего обиталища твой лагерь выглядит чуть ли не царским дворцом. Каждое новое воспоминание, что возвращается ко мне, страшнее предыдущего. Что я творила во имя Абсолюта, что сделали со мной. Кто-то в этой секте сломил и мой, в отместку мы сломаем их самих. Пока живы наши личинки, и культ может управлять ими, мы никогда не будем в безопасности. Мы должны истребить их всех, начиная с генерала Торма, то есть Хетерика. Боюсь, я еще долго не избавлюсь от ощущения подчиненности ему. Так, значит, в этой битве ты будешь на моей стороне. Не только в этой, во всех, что будут после. Обещай мне, что будешь рядом со мной, по крайней мере, до тех пор, пока Абсолют не будет покончен. Ты стала жертвой культа. Разумеется, я защищу тебя. Не-не-не, мне не нравится это не его стиль. Вот второе больше подходит. Ну, разумеется, ты очень ценная союзница. Я поняла, что ты не такая, как остальные верные, когда мы впервые встретились, но тогда я еще не могла ясно смотреть на вещи. Теперь меня защищает призма, и Абсолют больше не может спутывать мои мысли. Вместе мы отомстим тем, кто заразил нас. Отдыхай, собирайся с силами. Завтра мы отправляемся на войну с культом Абсолют. Приятных снов. Завтра утром на рассвете нам выступать. Я с радостью присоединюсь к тебе в битве. Оставь здесь одного из своих союзников, возьми меня вместо него. Да, я вернусь. Что еще сказать есть? Ого, блин. Ладно. Они должны прокомментировать ее нахождение в лагере. У Комментара закрытая книга, но я уверен, что под внешней суровостью скрыто золотое сердце.
Когда она узнает меня получше, она станет откровеннее, я убежден. Она просто ждет того, кто будет готов ее выслушать. Ну да, понятно. Хорош, Гейл, хорош. Все правильно сказал. Так, кто еще? Выскажитесь все. Давайте всех послушаем, что они там про нее скажут. Как раз. Понятно, ты ничего не знаешь про нее, ничего не скажешь. Я надеюсь, Хальсину добавят больше реплик, потому что весь второй акт, хотя он вроде как и с нами в команде, но он пока в лагере, он ни на кого не реагирует. Он что-то просто за Таней или говорит, да и все. Hey, soldier. Ты тоже не особо хочешь ее комментировать, понимаю. А чё такое? Почему только Гейл прокомментировал Ментару? Здрасте. Дроу непредсказуема и не идет на компромиссы. Я уважаю ее почти настолько же, насколько и не доверяю. Хорош. Понимаю. Шар. Еще не так давно Ментара хотела нас убить, и теперь мы приняли ее в свои ряды. Не слишком ли мы милосердны? Да ты, Лаэзель, хотела кокнуть. Еще изначально. I want to be clear. Letting Minthara tag along with us was your idea. So if you wake up with a dagger to your throat, that's on you. Вот это он, конечно, выдал тоже базу. Давай сразу договоримся тащить за собой Минтару, это была твоя затея. Проснешься с ножом в горле, не жалуйся. Давайте напомним ему, как мы проснулись от того, что он наклоняется к нам со своими клыками в попытке попить чуть-чуть крови. Слушай, в горле всяко лучше, чем клыки, Стариан. Я знаю, что делаю. Жалеешь, что теперь не ты самый ненадежный тип в лагере? О боже, ладно. О боже. Я не знаю, мне не нравится никакой из этих ответов, но мне интересно послушать его ответы на все из этого. Последнее я не буду отвечать, оно прям какое-то такое. Первое мне тоже не нравится, потому что нож в горле не лучше, чем клыки. Ну камон, нож тебя убьет, а клыки не обязательно. Я знаю, что делаю. Очень на это надеюсь, а то она нас всех ночью поубивает прям в постелях. Да, пошли с ней договорим. Ну, на самом деле, Астариан тут в кое-чем прав, но это если бы мы шли по плохому, так сказать, прохождению, вырезали деревню бы, то и взяли Минтару себе еще с первого акта, ну, как? То да, это интересно. Ты помнишь все, что делала во имя Абсолют? Я была кинжалом Абсолют. Я помню каждую глотку, которую она порезала мной, и каждую каплю крови, которую она заставила меня пролить. Я не несу ответственности за отнятой жизни. Я ничего не делала во имя Абсолют. Я была просто оружием, которым она владела. Ты должна принять на себя ответственность за свои действия. Мне доводилось терять над собой контроль. Это отвратительно. Отказаться от контроля над собой — это отзывалось побуждение вот истинно. Короче, мне доводилось терять над собой контроль. Это отвратительно. Минтара одобрила. Личинка, Абсолют. Вместе они как наркотик. Я не чувствовала, что меня принуждает действовать против воли. Служение было экстазом само по себе. Каждое действие выглядело осознанным и уместным, несмотря на то, что сопротивляться приказам я была способна примерно так же, как плоть способна противиться разложению. Даже мы с нашим здравомыслием не можем противостоять столь могущественной воле. Абсолют способна даже невозможное сделать неизбежным. Действительно ли Кэтрик неуязвим? Мне довелось сражаться с ним бок о бок вскоре после моего обращения. До начала битвы он был таким, каким и должен был. Полководец, харизматичным лидером, блестящим стратегом. Когда мы пошли в бой, он сам возглавил войско и косил врагов, как серп срезает колосья. Удары сыпались градом, стрелы вонзались в него, лицо вскоре превратилось в кровавую маску. Но он не пал, он даже не отступился. Не отступился. Когда мы пришли в себя после победы, доспехи Кэтрика были покорежены и иссечены, но плоть осталась неповрежденной. Каковы наши шансы?
Как только мы лишим его могущества, победа будет за нами. Некромант Бальтазар, главный советник Кеттерика, тот, кто повелевает смертью, вполне вероятно знает, как ее обмануть. Надо обыскать его покой и узнать, что за тайну он хранит для великого генерала. Ты ведь паладинка, какой твой обет? Свой обет я принесла давным-давно и поклялась кровно мстить любому, кто осмелится противостоять Лос. Но теперь я сама согрешила против Матери Пауков. Хотя моя вера поколеблена, обет по-прежнему в силе. Я поклялась уничтожить всех, кто служит Абсолют. Это благородная цель. Не благородная, просто необходимая. Если мы не уничтожим сектантов, они уничтожат все. Мы единственные, кто может спасти мир от полного уничтожения. Мне было бы любопытно узнать, что ты думаешь о наших спутниках и спутницах. Пестрое сборище бродяг и заблудших душ. Тебя не интересует кто-то конкретно? Ну давай, что ты думаешь о Shadowheart? Она неплоха сама по себе, но ее вера в госпожу Утрат — это яд. Чем тебе не угодила Шар? У ночной певуньи немало достоинств, куда больше, чем у ее пресной сестрицы, но ее последователи ущербны. Взять хоть малышку Shadowheart. Она даже не знает, кто она такая, и все равно ухитряется себя жалеть. Ничего себе. Шариты погрязли в потворстве своим слабостям. Они пытаются уверить тебя, что любое слово, произнесенное шепотом, любая скрытая мысль имеет ценность, но это не так. Я проводила 1000 допросов, выжимая из пленников самые страшные тайны. Все, что хранило их сердце, душа и разум. И я могу сказать тебе, что когда отбросишь все банальное и убогое, а потом просеешь остальное, чаще всего от личности не остается ничего вообще. Что ты думаешь об Астариане? Он так долго был лишен свободы и сильной крови, что теперь без ума от того и от другого. И пока эти страсти владеют им, он по-прежнему остается рабом. Астариан не раб, он избавился от Казадора. Так он еще не избавился, ну ладно. Избавился. Есть ли в его жизни хоть какая-то цель, не касающаяся бывшего хозяина? Он боится его, ненавидит, грезит им. Он либо убьет его, либо погибнет. Астариан свободен от Казадора настолько же, насколько мы от своих личинок. Капец она тут раскладывает. Он избавится от Казадора только так, когда тот умрет. И так оно и должно быть. Когда придет час, понадеемся, что он отнимет Казадора не просто долгую жизнь, но и могущество, которое его поддерживало. Капец, блин. Слушай, как вы ладите с Лайзель? Я встречала немного гетенки за свою жизнь, и почти все они были налетчиками. Что-то хрипели, моля о пощаде на своем непонятном языке, а потом умирали. После знакомства с Лайзель мне захотелось больше узнать об их культуре. О. Почему бы тебе не попросить Лайзель рассказать? Но я так и сделала. Она сказала, что ей нечему учить меня на словах, достаточно понаблюдать за ней в бою. Они подходят друг к другу. Подруга подруге. Возможно, она права. В бою она действительно выглядит впечатляюще. В ее ярости есть отточенность, которой я восхищаюсь. Ну, меня ничуть не удивляет, что налетчики из другого мира кажутся тебе чем-то близким и понятным. У гидов и дроу, которые поклоняются Лос, много общего. Для того, кто видит лишь внешнюю сторону вещей, да, несомненно. Но посмотри глубже. В дроу, верующих в Лос, есть фанатизм, который временами приводит к хаосу. Они с одинаковой легкостью готовы резать друг дружку и чужаков.
У гитов более строгая иерархия. Они сосредоточены на единой цели. Есть те, кто могут в этой цели усомниться, подобно Лайзель. Но вбитая годами тренировок дисциплина никуда при этом не денется. Так, как ты завязала знакомство с Гейлом? С волшебником? Нет. Ты разве не хочешь познакомиться с ним поближе? Он просто был полон радужных надежд на то, что он ей понравится. Это бессмысленно. Знаю по опыту. Стоит волшебнику вылезти из своей библиотеки, жить ему остается примерно как гному на поле битвы. Либо противник опознает угрозу и прикончит его очень быстро, либо собственное любопытство выжжет его дотла, потому что нечего было соваться в запрещенную магию. Наш волшебник и так находится в стадии отложенного самовозгорания из-за этой сферы, которая у него в грудной клетке. Не сомневаюсь, что рано или поздно от него останется лишь облачко дыма. Вести светские разговоры я готова лишь с теми, кто способен прожить достаточно долго, чтобы оценить мою любезность. Что ты думаешь о Уилле? Исключительный ханжа. Что особенно забавно, учитывая его коварство дьяволицы. Уилл хороший человек. Поверю тебе на слово. Мне важно лишь одно, чтобы он хорошо дрался, и тут он пока меня не разочаровал. Я скорее предпочту союзника-колдуна, чем разбалованного герцогского сынка, который в дипломатическом этикете разбирается лучше, чем дьявола. Я вижу, вы подружились с Карлах. Впервые встречаю кого-то, кто настолько яростно умело дерется, при этом столь уязвим и недолговечен самой сутью своего естества. Наша смертность для меня — проклятие. Со временем все, что я есть, что я знаю, чему еще научусь, будет утрачено. Со временем города наши обратятся в пыль. Карлах от этого не страдает. Возможно, потому что не может себе позволить. Она живет настоящим мгновением, и в одно мгновение она сгорит и исчезнет. В этом есть нечто невыразимо прекрасное. Окей, давайте дальше потом поговорим. Давайте представим, уже всем Карлах нравится. Ну вот всем. Ее даже Лайзель похвалила изначально. Ну Карлах, просто это Карлах. Карлах. Давайте на этом закончим. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.